Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня поговорим об одном из психологических феноменов современного человеческого мира, который получил статус в некотором роде модного диагноза. И речь пойдет о социофобии. Но кроме того, что это модное слово, это еще и психологическая проблематика, сильно влияющая на качество жизни многих людей. А вот то, насколько эта психологическая проблематика реальна, сегодня и разберемся. Как и обычно, разбираться начнем с определения. Итак, социофобия – это состояние, при котором у человека возникает необоснованный страх, осуждение, отвержение или наказание при социальном взаимодействии или даже при мыслях о таком взаимодействии. И, глядя на определение, можно понять, что здесь кроется сразу несколько слоев проблемы, о которых сейчас и поговорим подробнее. Прежде всего, каждому человеку имеет смысл научиться отделять нормальную, обоснованную тревожность при социальных контактах от необоснованной. Это нужно уметь делать, чтобы не приписывать себе социофобию при каждом проявлении тревоги. Если говорить предельно просто, то некоторый объем тревоги при общении с кем-то, как и при любой самопрезентации, нормален, потому что тревога является биологическим механизмом адаптации организма к среде, защитным механизмом. И в обычной ситуации тревога проходит в момент, когда человек переходит от мыслей к действиям, например, от мысли о разговоре с кем-то непосредственно к разговору с этим человеком, даже если тема общения сложная или болезненная. Тревога становится патологической, когда она либо не проходит при переходе от мысли к действиям, либо когда возникает без какого-либо контекста и стимула и в принципе не дает человеку перейти к действиям. Следующее, на что обращу ваше внимание, это то, что социофобия является конечным состоянием, то есть следствием, но не причиной. И для того, чтобы понять причину, нужно взглянуть вот на эту логическую цепочку, построенную от локального к глобальному. Социофобия, далее тревога, далее контроль. Таким образом, мы быстро приходим к причине возникновение социофобии, и причина эта кроется в контроле, точнее в его отсутствии. А если еще точнее, то причина в бессознательном стремлении человека к негативному контролю, то есть контролю того, что изначально контролировать невозможно. Подробнее о формах контроля мы говорили в видео о позитивном и негативном контроле, ссылка на него должна вот тут появиться где-то в углу экрана. Но если совсем кратко напомнить, то многие люди сознательно или бессознательно воспринимают себя и мир через схему «я хочу, чтобы было по-моему». А поскольку это фундаментально невозможно, то возникает компенсация в виде психического перенапряжения. Это тревога и страх, и итоговой невозможности вообще что-либо делать. Когда человек живет в постоянном перенапряжении, то теряет способность распознавать категории «опасно» и «безопасно». В результате все вокруг по умолчанию начинает восприниматься как опасное, потому что такое обобщение помогает экономить ресурсы, которых у человека и так в таком состоянии мало. А очень часто у людей в принципе нет навыка адекватного распознания опасно и безопасно. Для них вся жизнь изначально воспринимается опасной, потому что нет другого опыта и других критериев оценки. В качестве вывода отмечу, что социофобия – это следствие, конечный результат, а не причина. Поэтому работать нужно не с социофобией как таковой, а именно с ее причиной, то есть с негативным контролем. И эффективная психологическая работа с негативным контролем осуществляется через развитие контакта человека с телом, потому что тело – главный и единственный инструмент, при помощи которого люди исследуют себя, других людей и мир вокруг. Контакт с телом – это комплексный навык, включающий все – от сна, питания и тренировок до получения знаний о себе и мире и практики отношений с другими людьми. Когда такой навык эффективно сформирован, он позволяет эффективно различать опасное и безопасное, в результате чего необоснованная тревога, а за ней и социофобия исчезают сами собой. Если вы хотите научиться справляться с социофобией или паническими атаками, как и любой другой тревожностью, или знаете того, кому это нужно, обращайтесь. Я знаю как и умею делать это безопасно и эффективно, как офлайн, так и онлайн.
На этом буду заканчивать. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи.